Турция и весь исламский мир в гневе из-за сожжения Корана. 21 января в Стокгольме перед зданием посольства Турции крайне правый политик Расмус Палудан на организованном им мероприятии выступил с часовой речью против ислама и иммиграции. Заявил, что ему не нравится, когда его называют крайне правым, а затем поджег экземпляр Корана, называя свое деяние проявлением свободы слова. Напомним, что Турция препятствует вступлению Швеции в НАТО, пока она не выдаст лиц, считающихся в Анкаре террористами. Лидер датской ультраправой политической партии Страм Курс, жесткая линия Палудан, имеет шведское гражданство и в прошлом провел ряд подобных демонстраций, на которых сжигал священную книгу мусульман. Турция в очередной раз осудила действия властей Швеции, которые официально дали разрешение на проведение демонстрации и фактически отменила все запланированные ранее встречи с представителями скандинавского государства в связи со шведской заявкой на вступление в НАТО. В Турции и в разных городах Европы прошли контrakции. Известно, что несколько человек попытались прорваться в генконсульство Швеции в Стамбуле. Полиция сумела остановить протестующих и выстроила живой кордон. В Анкаре поздно ночью турки жгли шведские флаги в ответ на акцию Палудана. В разных центрально-анатолийских и юго-восточных городах Турции запланированы акции протеста против Швеции. В Батмане уже прошел многотысячный митинг. После призыва главы управления по делам религии страны Али Арбаша, прихожане 90 тысяч мечетей в Турции в знак протеста читали суры из Корана во время утреннего намаза. Арбаш также заявил, что те, кто не знает священного Корана, не стесняются враждебно относиться к нему, и указал на необходимость более широкого распространения Писания. Kur'an düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. Onların hidayetleri mümkünse hidayet eyle ya Rabbi. Mümkün değilse ıslah eyle ya Rabbi. O da mümkün değilse Kahhar isminin tecellisiyle kahru perişan eyle ya Rabbi. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал российской и подлой акцию Палудана по сожжению Корана. Это низкая, подлая антиисламская акция. Проявление ненависти, ксенофобии и расизма не имеет ничего общего со свободой слова. Единым фронтом с официальными властями выступили и оппозиционные силы страны. Так лидер партии кемалистов СНР Кемаль Кылычдароглу сказал: «Мы хорошо понимаем цель этого неуважения, которое нанесет ущерб миллиардам мусульман. Я проклинаю этот фашизм, который является вершиной преступлений на почве ненависти». В ИИ партии подчеркнули: недопустимо разрешать акцию, которая состоялась перед посольством Турции в Швеции. Такое отношение нельзя объяснить понятиями права и свободы, и оно только вредит отношениям двух стран. К ним присоединились члены партии будущего. Шведское правительство должно принять необходимые меры против исламофобии, а агрессоры не должны остаться безнаказанными. Примечательно, что эту провокационную акцию осудил и константинопольский патриарх Армянской апостольской церкви Саак II Машелиан. Попытка сжечь в Швеции священную книгу исламского мира Коран вызвала глубокое возмущение. Этот гнусный поступок, который никак не может быть объяснен, оскорбляет религиозные чувства не только последователей исламской религии, но и людей других вероисповеданий. В столицах 12 стран, в частности Швеции, Норвегии, Германии, Франции, Австрии, Бельгии, Нидерландов, мусульманами были сделаны заявления и демонстративно зачитаны суры и аяты Корана. Несколько арабских стран, включая Саудовскую Аравию, Иорданию, Марокко и Кувейт, осудили сожжение Корана. Саудовская Аравия призывает к распространению ценностей диалога, терпимости и сосуществования и отвергает ненависть и экстремизм, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии. Нынешняя ситуация снова усилила напряженность в отношениях Швеции с исламским миром и усложнила скандинавской стране путь к вступлению в НАТО. Спасибо, дорогой зритель, что ты с нами и ценишь нашу работу. Команда Алиф ТВ каждый день старается для обретения довольства Аллаха в обоих мирах. Ты можешь поддержать нас, просматривая наш контент через VPN. А если у тебя есть возможность, можно просто оформить спонсорство. Алиф ТВ. 1 на миллион.